Сегодня в нашей сети попался Mercedes-Benz Attega, модификация 1222 с кабиной без спальника. Сейчас мы вам про нее расскажем. Mercedes-Benz – немецкий гигант, концерн, который производит как легковые автомобили, так и грузовые автомобили. Наш интересуемый грузовой сегмент делится на легкотоннажный, среднетоннажный и крупнотоннажный сегмент, где есть и автомобили в виде шасси, а также автомобили есть в виде цельнометаллического исполнения. Сегодня мы с вами знакомимся с модификацией Mercedes-Benz Attega, которая относится по нашей классификации к первому тяжелому весу. Большинство европейских марок представляет собой некий конструктор, то есть заказывая автомобиль под себя, вы без проблем можете выбрать любую колесную базу, вы можете заказать кабину со спальным местом, без спального места, выбрать для себя двигатель, подвеску. Mercedes на российском рынке получил не такое большое распространение, как, например, там MAN или Iveco, представляя большое количество модификаций. Поэтому информации лично у нас и опыта в подготовке таких автомобилей у нас немного. Тем не менее, мы вам сегодня постараемся рассказать, из чего состоит этот автомобиль и что важно знать про него при принятии решения о покупке именно этого класса автомобилей. Mercedes-Benz – это производитель, Attega – это модельный ряд, 1222 – это модификация. В названии традиционно зашито 12 – это полная масса, 22 – это мощность в лошадиных силах. Первая цифра остается неизменной, так как это величина константа, это полная масса. Вторая цифра 22, обозначающая, еще раз повторю, мощность двигателя, может меняться. Здесь встречаются модификации мощностью с индексом 18, это соответственно 180 лошадиных сил, 22, как у нас, и 25, то есть мощностью 250 лошадиных сил. Классическое шасси с задним приводом, с колесной формулой 4х2, сдвоенные задние колеса, односкатные передние колеса. По развесовке с полной массой 12 тонн у нас 8 тонн приходится на заднюю ось, 4 тонны приходится на переднюю. У этого автомобиля есть серьезный запас по грузоподъемности. Так как у нас в России любят покупать автомобили для грузоподъемности там 7-8 тонн, а возить на ней там 10-12, этот автомобиль это выдержит, но ездить на нем в постоянном режиме в такой нагрузке, конечно же, не рекомендуется. Тормозная система, которая у нас здесь установлена для такого класса машин, традиционная пневмосистема, пневмобаллоны. Она имеет регулятор тормозных сил, она имеет два контура. В стандартном исполнении у Mercedes идет вот такая красивая пластиковая боковая противоподкатная защита. Внутри скрываются металлические усилители, которые обеспечивают дополнительную жесткость. За этой красивой планочкой у нас прячутся два огромных аккумулятора бортовой сети с напряжением 24 вольта. Справа от аккумуляторов у нас размещаются как раз таки пневмобаллоны нашей тормозной системы. За пневмобаллонами прячется фильтр тонкой очистки топлива с сепаратором. Вот здесь.
Это очень нужная и удобная опция, которая вам обеспечивает комфортную езду на длинные расстояния, а также возможность регулировать уровень пола при погрузке на пандусе. То есть подъехали, отрегулировали и спокойно осуществляем погрузку-разгрузку. У европейских производителей все по уму. По уму размещения нужных вам элементов в эксплуатации автомобиля. На задней левой части под фургоном на краю рамы располагается противоподкатный башмак. Но в условиях России это, конечно, вещь, которая будет привлекать людей, которые хотят наживы. То же самое относится и к вот этому сюрпризу, который прячется здесь, а это домкрат. Если будет нужно, можно дооснастить и эксплуатировать этот автомобиль в составе автопоезда. Полноразмерное запасное колесо мерседесовцы расположили не как обычно под рамой, делают большинство производителей, а на правой части рамы под фургоном, вот в этом месте. Ну, а сюда можно заказать дополнительно второй бак таким же объемом, тем самым у вас будет там почти 400 литров. Место для второго бака предусмотрено вот здесь. На правой части рамы также располагается бак для мочевины в соответствии с экологическими классами Евро 5 и системой Bluetech, которая здесь установлена. Кому-то она нравится, кому-то не нравится. Кто-то глушит эту систему, кто-то оставляет. Но эта система именно для мочевины, а не для мочи, как только что подумал наш оператор. Теперь поговорим про кабину. Кабина у нас с вами без спального места, дневная. Соответственно, автомобиль предполагался для эксплуатации на межгородские расстояния. Кабина у нас классическая, прямоугольные формы, предлагает вам хорошую маневренность в условиях города и выполнена в нормальном, современном для Мерседеса дизайне. Вся необходимая светотехника, блок фары, повторители, дневные ходовые огни, красивые решеточки, пластиковые бамперы, ручки, чтобы держаться от ветра, ну и все в таком ключе. Давайте заглянем внутрь. По традиции для среднетоннажных автомобилей установлены здесь большие зеркала заднего вида. А верхняя часть, она имеет возможность регулировки изнутри из кабины. Нижняя часть асферическая, для обзора мертвых зон, регулируется вручную. Вот, функция обогрева не имеет. А бордюрное зеркало здесь для обзора правой стороны автомобиля. Второе бордюрное зеркало для обзора расстояния до бампера. Все в помощь водителю для большей безопасности. Больше только у модификации Isuzu. Там прям 90 с копейками получается. В проеме водительской двери располагается бачок омывающей жидкости. Он никаким образом не обозначен. Имеет вот такую узенькую горловину, поэтому придется потрудиться, чтобы с 5-литровой канистры сюда что-то залить. Мерседес, 21 век. Блок включения, значит, обогрева зеркал и блок, джойстик управления зеркалами заднего вида для регулировки. А также вот такой, слушай, супер крутой такой вот дефлектор воздуховода, такой круглый весь из себя, нифига себе модный. Такого ни у кого нету. За это плюс, за это минус. В нижней части водительской обшивки располагается карман, где прячется знак аварийной остановки. А также имеется углубление под бутылку. Если поставить сюда бутылку объемом больше, чем 1 литр, то вряд ли вы сможете крутить вот эту рукоятку. Поэтому что-то инженеры тут не додумали. Немецкие увидят, пускай это видео, отправим в Германию, скажем, вы не доработали вот здесь плохо вы сделали под бутылочник. У Форда и то лучше сделано. Для удобного доступа в салон у нас имеется 2 ступеньки, у нас имеется 2 поручня. Соответственно, хватаемся, поднимаемся, усаживаемся. При этом само сиденье имеет огромное количество регулировок, отдельно нижней подушки, отдельно спинки. Для водителя слева от сидения находится пульт управления задней пневмоподвеской.
Несколько положений, вверх-вниз, отрегулировали, ходовое положение, выставили и поехали в путь. Забрались в кабину, давайте смотреть, что здесь есть. В нашем исполнении на нашем шасси идет регулируемая рулевая колонка по углу наклона, по вылету. Механизм довольно интересный. Нажимаете кнопочку, отрегулировали, зафиксировали. Как будто на пневме что-то. Зафиксировали. Удобное рулевое колесо, имеет мультифункцию. Здесь клавиша управления бортовым компьютером, информация, которая выводится на небольшой дисплей на щитке приборов. Сам щиток приборов у нас самый стандартный и классический. Там спидометр, тахометр, давление в системе тормозов, уровень топлива и огромное количество, наверное, штучек 20-25 различных контрольных ламп и кнопочек. Плюс здесь бортовой компьютер для сброса суточного пробега. Водителю предлагается в данном случае в качестве комфорта здесь установлен кондиционер. Вот она, кнопка его включения. Блок включения габаритов и ближнего света находится вот здесь, плюс противотуманные фонари. Все, в принципе, на своих местах. В комплектации этого автомобиля есть также горный тормоз. Горный тормоз включается вот этим рычажком. Пепельница, прикуриватель, открытый бардачок и пару небольших углублений. Для автомобилей такого класса характерна очень высокая посадка плюс высокая степень остекления кабины. Это обозначает хорошую обзорность в совокупе с большими зеркалами заднего вида. Для комфорта водителя также предусмотрены такие огромные солнцезащитные козырьки. На нашем автомобиле установлен турбированный дизельный двигатель. Его объем 4,8 литра, его мощность 218 лошадиных сил. Он отлично работает с механической шестиступенчатой коробкой переключения передач. Кран включения... Чуть не уехали. Кран отключения стояночного тормоза автомобиля. Вот таким образом работает. Для пассажиров предусмотрено лишь одно место. Само кресло по себе удобной формы, тканевое, имеет возможность регулировки вперед-назад и угол наклона самой спинки. Оно статичное, без пневмосистемы. За креслом располагается некоторое количество кармашков и небольших мест хранения, куда помещаются баллонные ключи и все прочее. В стандартном исполнении вместе с кондиционером еще и есть люк. Вот таким образом он открывается. Громко. По нашему техническому заданию на это шасси должен был быть установлен изотермический фургон из сэндвич-панелей. Для нашего заказчика очень важно качество фургона, который мы сюда установили. Мы являемся дилерами нескольких заводов, которые представляют собой разные ценовые сегменты и разное качество. Один из самых топовых для нас производителей фургонов — это компания Техпро. Именно их кузов сюда мы установили. В качестве внешней обшивки используется армированный пластик. На пластик клеится на фанеру толщиной 4 мм. Далее идет утеплитель экструдированный пенополистирол толщиной 40 мм. Таким образом, с учетом внутренней панели, у нас общая толщина панели получается около 50 мм. Пол в этом случае кардинально отличается, потому что в его основе идет утеплитель толщиной 80 мм. В качестве стандартного исполнения обрамления фургона снаружи идет анодированный алюминиевый уголок. Подрамник из специальной конструкционной стали, который предварительно подвергается дробеструйной обработке, а затем оцинковке. Кронштейны с
с помощью которых фургон крепится к шасси, идут в строгом соответствии с требованиями завода-изготовителя. Комплектация нашего фургона называется люкс. Туда также в стандартном исполнении входит задняя рамка из нержавеющей стали, фурнитура дверей и всех запорных механизмов также из нержавеющей стали. На каждую дверь предполагается 2 запора штангового типа. Эти ручки фиксируются с помощью ключей от открывания. Для фиксации дверей в открытом положении на заводе Техпро устанавливается вот такой механизм фиксации двери в открытом положении. Для удобного доступа в фургон на задней его части устанавливается специальная ступенька выдвижная, имеется поручень. Тем самым можно подниматься внутрь фургона. В качестве внутренней обшивки у нас используется также армированный пластик. В стандартном исполнении по заводу идет ячеистый профиль для фиксации груза. В стандарте также идет отбортовка высотой 240 мм из алюминия. Настил пола у нас специальное покрытие Автопласт Техпро. В случае необходимости, если того требуют условия вашей логистики, мы вам на такого класса фургон можем установить любое холодильное оборудование. Габариты нашего фургона таковы: длина 6,40, ширина 2,60, высота 2,50. В пересчете мы получаем с вами 35 кубов внутреннего полезного объема. А если вы возите вашу продукцию в палетах, то 14 евро палет разместятся в случае их установки поперек, и 15 евро палет разместятся в случае их размещения в длину, по 3 евро палета в каждый ряд. Везде полазили, все посмотрели, давайте подводить итог. Что у нас в сухом остатке? Mercedes принадлежит немецкому концерну. Качественные автомобили, европейские, все самые современные технологии, экологические классы, все дела. Большая развитая дилерская сеть, машина собирается и в Германии, и в Турции, и в Челнах, тоже у нас наладили сборку. Непосредственно наш автомобиль собирался в Челнах. Большое количество колесных баз, можно рассчитывать на длину там, от 5 метров до 8,5, от 10 евро палет, соответственно, до почти 20 евро палет, кому важен объем. На этот автомобиль на силовом гарантии 3 года, 250 тысяч километров по пробегу, межсервис интервал 40 тысяч километров. Такие большие параметры там мало кто дает из представителей. Большое количество конкурентов у этой марки есть. Возможность выбора кабин с спальником, без спальников в различных комплектациях, на пневмоподвеске задней, на рессорной подвеске. Машина-конструктор. Машина не попадает под новые требования по ограничению въезда на МКАД. Машину можно застраивать под себя в любых вариациях и исполнениях. Если что-то непонятно, если есть какие-то вопросы, обращайтесь, заезжайте в гости, приезжайте к нам в салон. Все решим, все обсудим и соберем под вас автомобиль тот, который нужен непосредственно вам. До новых встреч в эфире. С вами был Кирилл Сухин. Пока.